Она держала перед собой венок и расталкивала людей, направляясь на похороны. Венок был предназначен ее сыну, и на ленте было написано «Сыночку от мамы». Женщина села на место, буркнув благодарность мужчине, уступившему ей место. Смерть сына не укладывалась в ее голове. Через 2 месяца Лешеньке исполнилось бы 50, но он ушел внезапно от передозировки наркотиками. Лариса Ильинична винила себя, не зная, что сын употреблял наркотики. Алексей был взрослым человеком, преподавателем в ВУЗе, заведующим кафедрой химии с 25-летним стажем и работал на любимой должности. Она не могла понять, как это могло случиться. Через 2 остановки до нужной Лариса подскочила и начала пробираться к выходу. Она спешила и надеялась успеть попрощаться. Как только автобус подъехал к кладбищу, она побежала. Тем временем коллеги и члены семьи уже прощались с Алексеем. Гроб опустили в могилу и готовились засыпать землю. Вдруг все заметили женщину с венком, которая кричала и размахивала руками. Все замерли. Это была мать покойного. Кто-то из присутствующих предложил вытащить гроб. Могильщики отреагировали, но Карина, жена Алексея, остановила их. Похороны были организованы ею, и она не разрешила менять ничего в процессе. Начались разногласия. Одни поддерживали мать, другие утверждали, что вынимать гроб нельзя. Карина преградила путь свекрови, заявив, что она опоздала. «Пусть в следующий раз приходит вовремя», — сказала она. Кто-то сочувствовал Карине, считая, что она потеряла мужа. Но Лариса не могла простить ее слов. Она считала, что именно Карина была виновата в том, что ее сын попробовал наркотики. Лариса даже сомневалась в искренности любви Карины к Алексею. Она считала, что Алексей заслуживал кого-то другого. Сын не прислушивался к ее советам, и она даже не была приглашена на свадьбу. Узнала о ее проведении случайно. Ее огорчило, что ее не пригласили, и на свадьбу она не пошла. Но вскоре она получила еще один удар. Умер ее сын. Лариса узнала о смерти случайно от коллеги сына и сразу отправилась на кладбище. В спешке она купила венок, сэкономив деньги. Но она опоздала. Когда гроб уже опустили в могилу, Лариса пыталась подойти. Могильщики замерли, не зная, как поступить. Карина опять вмешалась. Лариса не могла сдержать эмоций и бросилась к сыну, целуя его и крича: «На кого ты меня оставил?» Она плакала. Но тогда произошло что-то странное. Лариса услышала легкий хрип из носа сына. Она отстранилась и внимательно прислушалась. Все замерли. Один из могильщиков, заметив что-то странное, сказал: «Кажется, он живой». Лариса не могла поверить. Люди, собравшиеся на кладбище, начали переговариваться, удивленно смотрели на нее. Лариса вновь наклонилась к сыну, шепча: «Он живой».